Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем работать с базами данных. На прошлых уроках мы с вами создали базу данных, создали несколько табличек, наполнили эти таблички данными, разобрали, что такое первичный ключ, что такое внешний ключ. Ну, а сегодня пришло время поработать над извлечением данных, непосредственно то, чем занимается тестировщик. Мы поработаем с селектом, мы поработаем с лайком, order by, grow by. Тайм-коды по операторам будут в описании. Погнали! Теперь приступим к наиболее популярным манипуляциям с данными, которые могут быть прямо рутинными или, скажем, если вы плотно работаете с базами, прям ежедневными задачами для вас. Да и в принципе это достаточно полезно, даже если вы не будете работать с базами. Если вы знаете базовые запросы SQL, это может вам пригодиться, начиная с того, что у вас могут просто спросить эти вопросы на собеседовании, к примеру, и заканчивая тем, что, предположим, это может быть вам полезно в настройках фильтров в Jira. Зная SQL, вы уже сможете с помощью минутного гуглинга накидать себе классные фильтры, которые упростят, к примеру, ваш поиск в бактрекинговой системе. То есть SQL, он понемногу встречается на самом деле очень много где. Первым оператором, скажем так, оператор select, это основа основ. К примеру, нам нужно получить значения, которые находятся в столбце модуль таблицы devices. Давайте составим запрос select. Вот этот select, это будет оператор, указывающий на то, что мы что-то забираем откуда-то. Далее нам необходимо указать то, откуда мы будем забирать данные. Однако мы можем также поставить звездочку, что в синтаксисе SQL будет означать, что мы хотим забрать все данные. Из таблицы from нам надо указать, из какой таблицы мы хотим извлекать данные. У нас две таблицы, device area. Мы хотим извлечь данные из таблицы devices, пишем. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Заранаем данный запрос. Видим, что у нас произошло извлечение всех наших данных из таблицы devices. Все наши данные отобразились у нас вот здесь в нашей консоли. Далее мы можем поработать более детально. Если к данному запросу мы добавим слово distinct, то получим то же самое, только теперь уже без повторяющихся значений. То есть, видите, у нас есть повторяющиеся значения. Вот, допустим, Android, еще раз Android у нас повторяется. А теперь мы получим только уникальные значения. Давайте добавим слово distinct после select. Укажем тот столбец, где мы хотим проводить наш отбор. У нас это будет столбец модель. И ранним наш запрос. Видим, что у нас произошел отбор, произошла сортировка. У нас отобрался только наш столбец, который мы запрашивали в селекте, столбец модели. И мы указали также оператор distinct, с тем, чтобы наши данные, они у нас не повторялись. То есть, видите, Android у нас теперь уже встречается всего один раз. Полезная команда, необходимо запомнить. Двигаемся дальше. Предположим, что нам нужно получить только те записи в таблице, где количество у нас, к примеру, равно 5 items, да, видите, столбец. И мы хотим извлечь значение, где у нас количество айтемов равно 5. В таком случае в запросе у нас появится дополнительный оператор where, то есть запрос у нас будет также начинаться с select. Выбираем все столбцы, выбираем таблицу, с которой мы работаем, select, все столбцы from таблицы devices, и через оператор where мы обозначаем, что именно мы хотим достать, то есть наши айтемы, где у нас значение айтемов равно 5. Так и пишем items
равно 5, точка запятой. И давайте зараним наш запрос. Видим, что произошла сортировка. Мы достали из таблицы все столбцы и конкретнее мы достали строки, где items у нас равно 5. Окей. Представим теперь, что нам необходимо вывести, скажем, данные по возрастанию количества товара. Тогда в таком случае нам необходимо будет указать вместо оператора where мы добавим order by. Далее пишем, по какой колонке у нас будет происходить сортировка. У нас будет происходить сортировка по столбцу items. И давайте запустим наш код. Видим, что у нас произошла сортировка в таблице items. То есть наши данные теперь отсортировались по возрастанию. Тройка у нас идет, потом четверка, пятерка, семерка и девятка. Если мы добавим desk, если вот здесь мы пропишем еще вот так, то у нас будет происходить сортировка уже по убыванию. Окей, с этим разобрались. Теперь давайте представим, если нам необходимо сделать отбор нашей таблицы, к примеру, по алфавиту. К примеру, нам нужно отсортировать все наши девайсы, которые начинаются на букву А. Тут на помощь нам придет оператор like. Данный оператор очень будет хорошо заходить, к примеру, в базах, где мы сортируем имена, фамилии, вот в таком вот духе, да. Select. Выбираем наш столбец модель, пишем оператор where. Далее нам необходимо указать столбец, в котором мы будем производить наше извлечение данных. Далее оператор like. Вот такие вот кавычки одинарные, в которых пишем букву А и процент, знак процента. Вот вся вот эта вот комбинация like, одинарные кавычки А, процент означает, что теперь у нас будет производиться отбор в нашей табличке по столбцу моделей, всех моделей, начинающихся с буквы А. Давайте в этом убедимся, запустим данный запрос. Действительно, видите, произошла сортировка у нас по столбцу моделей и вывелись только значения, где у нас модели начинаются с буквы А. Есть много комбинаций оператора like. Обо всех комбинациях можно более подробно узнать, к примеру, на ресурсе v3schools.com, который мы с вами смотрели в прошлый раз. Вот видите, если посмотреть оператор like, то тут прям есть очень много комбинаций, которые могут использоваться для более точного, более эффективного поиска, отбора и работы с данными. Поэтому, если вам будет интересно, заходите, потренируйтесь, посмотрите. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующий оператор, оператор группировки group by. В нашей методичке сказано, что оператор group by тесно связан с функциями, и вот перечислены функциями, с которыми он часто используется. Давайте попробуем на практике посмотреть, что мы сможем провернуть через оператор group by. Давайте подредактируем наш запрос. Теперь оставим только select, укажем тот столбец, с которым мы будем работать в нашей табличке devices, то есть это у нас будет модель, select модель, выбираем ее. Далее ставим запятую, воспользуемся агрегатной функцией count. Далее укажем, что count у нас будет применяться к модели, к столбцу модели. Откуда у нас будут извлекаться наши данные из таблицы devices. Все это дело мы завершим оператором grow by, который у нас будет производить группировку моделей. Grow by model. Давайте посмотрим, что выйдет из этого. Раним наш код. Видим, что у нас отразилось два столбца. Первый столбец у нас модели, второй столбец у нас count. И вот тут вот в
в столбце count моделей весьма интересно. Мы можем отследить вот эту вот группировку. Если взглянем на нашу таблицу devices в оригинале, то мы видим, что у нас в столбце моделей есть несколько повторений. Вот в частности у нас андроиды пересекаются, то есть они у нас встречаются 2 раза. Tesla у нас 1 раз, iOS 1 раз, телевизоры 1 раз и наушники 1 раз. А вот андроиды, mobile у нас встречаются 2 раза. И вот командой group by мы как раз смогли сделать вот эту вот сортировку. Какие модели сколько раз у нас встречаются в нашей таблице. В некоторых случаях это может быть также полезно и применимо к конкретной таблице, на конкретном проекте, если есть необходимость отсортировать какие-то данные. Также мы можем скорректировать данный запрос, добавив еще оператор having count, который будет нам выдавать данные о моделях, предположим, от какого-то значения, предположим, от единицы или больше единицы в нашем случае, да. То есть вот это вот оператор having count, указали, что сортировка будет по столбцу модели продолжаться у нас, и где значения будут больше единицы, выведи, пожалуйста, в нашу консоль. Окей, давайте зараним данный код и посмотрим, как изменятся извлекаемые данные. Моим ожиданием будет, что у нас останется одна строка со значением 2, потому что мы указали значение больше единицы. Работало. Наша сортировка теперь выглядит по-другому. Как и ожидалось, вывелся только столбец, где у нас значение равно больше единицы, то есть двойки. Окей, тоже применяемый оператор. Тоже взяли себе на вооружение, что вот можно с группировкой достаточно удобно юзать оператор having и group by. Запомнили данные операторы и двигаемся дальше.